Привет из Алании! Приближается Новый год, и я хочу вам рассказать, как готовится Турция к этому празднику. Есть ли тут украшения, ставят ли елку, чувствуется ли атмосфера. Давайте посмотрим, что происходит в городе, прогуляемся вместе со мной и посмотрим. И посмотрим, я уже сказала. Погода в Алании в декабре напоминает лето в России. На улице каждый день выше 20 градусов, а на солнце вообще плюс 30. Вокруг много зелени, цветут розы, а на деревьях висят яркие апельсины. В парках работают фонтаны. Зима в Турции очень комфортная, разве что по вечерам прохладно. Такое ощущение, что не скоро Новый год, а сейчас вообще лето, столько людей, так радостно на улице, вообще класс! Туристов в этом году немного, но они есть, и это приятно. В Турции ничего особо не украшают к Новому году, зато здесь кругом много зелени, цветов и работают, смотрите, какие красивые фонтаны. Прошлый Новый год я встречала в Грузии. Батуми был похож на город из волшебной сказки. Это был самый красивый праздник в моей жизни. Посмотрите это видео, вам понравится. Турция находится совсем рядом, а в Алании живет много русских, но отношение к Новому году здесь совсем другое. Сейчас конец декабря, и не сказать, чтобы чувствовалось приближение Нового года, потому что на улице больше 20 градусов, посмотрите, люди раздетые, они купаются. Но, конечно, поймать снег в Турции можно, она большая, можно съездить в горы, там снежок белый, пушистый, как в сказке. Переехавшие русские признаются, что скучают по снежному Новому году. Первый праздник встречают под пальмой, а на следующий год начинается ностальгия по елкам и сугробам. А мне нравится без снега. Температура воды в Средиземном море сейчас выше 20 градусов. Уже вторая половина декабря, и в Турции пока не очень чувствуется дух Нового года. В магазинах продают не так много новогодних украшений. Больше всего их в Мигросе. Сейчас пойдем посмотрим, что продают. Я пошла в самый большой магазин Мигрос в Алании. В маленьких супермаркетах украшений и новогодних сладостей совсем нет. Даже сувенирных елочек не найти. Дело в том, что сами турки не празднуют Новый год. Все это продают для туристов и иностранцев, которые переехали в Турцию на ПМЖ. На прилавках стоят елки, игрушки, украшения, сладости. Можно купить готовые подарки. Правда, наполнение у них своеобразное. В корзине упакованы соки, газировка, минералка, чипсы, орешки и прочие хрустики. Сладостей и сувениров в них нет. Стоят они около 1000 рублей. Цены на новогодние атрибуты к празднику, шляпы, колпаки, маски начинаются от 200 рублей. Игрушки и гирлянды стоят достаточно дорого, выбор не очень большой. Смотрите, какие симпатичные, с ракушками. Наверное, очень красиво горит. Такая гирлянда стоит 300 рублей, в ней 10 лампочек. Привычных новогодних украшений из множества огоньков я в этом магазине не нашла. Снежный шар стоит 250 рублей. Давайте посмотрим елочные игрушки. Мне кажется, что игрушки и гирлянды стоят гораздо дороже, чем в России. И выбор достаточно маленький. Вот, например, 4 штучки 340 рублей, и это по акции. Они пластиковые, даже не стеклянные. Конфетти! Конфетти! Я хочу взять. Взяла хлопушку за 120 рублей. Посмотрите, какие цены. Умножайте на 10, чтобы перевести в рубли. Маленькие игрушки сделаны из пенопласта или картона. А вот мишуры хороший выбор. И всяких рожек, масок. Этого всего много. Мне кажется, что в России мишура дешевле. Может, я, конечно, что-то пропустила. Напишите в комментариях, сколько стоят новогодние игрушки в вашем городе. Мне интересно сравнить.
Посмотрите на цену пластиковых шаров. Вот такая маленькая елочка стоит 250 рублей. А вот такая 340. Интересно, что новогодняя посуда стоит гораздо дешевле, чем игрушки. Столько тарелочек, формочек для печенья, какие-то сковородки, чего только нет, и все это очень дешево. Смотрите, какая красота. По 150 рублей тарелочки. Нарядные очень свечки с ароматами зимними, с ягодами, хвойные. Класс! И вот какой выбор, столько всего, елочки всякие. Вон какие. Красота, вот такая свечка стоит 100 рублей. Алкоголь в Турции стоит дорого, особенно импортный. Самое дешевое шампанское к Новому году, которое мне удалось найти в Аланье, стоит 640 рублей. Я не могу ручаться, что оно вкусное. Точно хорошее мартини Асти стоит 2200. Продукты на новогодний стол в русском стиле найти легко. Свежие овощи для салатов, мандарины, горошек, маринованные огурцы. В Турции все это стоит гораздо дешевле, чем в России. А вот майонез дорогой. Докторской колбасы на оливье нет, но ее можно заменить куриной ветчиной. Я посчитала индекс оливье в России и Турции, чтобы сравнить цены. Оставлю ссылку на мою статью в описании под видео. Посмотрите, если интересно. В Турции вышло дешевле. В супермаркетах Турции оказалось очень сложно найти игрушки и елки. Я спросила у местных, где достать вообще все новогодние товары. Меня отправили в метро. Пойдемте посмотрим, что там продают. Это первый магазин во всей Алании, который украсили к Новому году даже на входе. И тут меня сразу встречает праздник. Посмотрите, какой хороший выбор подарков, елок и игрушек. Отсюда я вряд ли уйду с пустыми руками. Давайте выясним, какие тут цены. Костюм Деда Мороза 49 лир. Мне кажется, это хорошая цена, а игрушки снова удивляют. Вот такой чемодан игрушек стоит 250 лир. Но здесь их много. То есть 2500 за набор. Колокольчики 800 рублей, новогодняя звезда 600, один крупный шар 400. А вот такая сумочка для подарка 500 рублей. Мне кажется, цены завышены, даже в Европе дешевле. Мишура, одна штука 300 рублей. Самое дешевое, что нашла, искусственный новогодний букетик за 80 рублей. Настоящая елка. Стоит 900 рублей. А такая 200. Как? Почему искусственная елка стоит 200, а настоящая 89? Вот такая елка стоит 5000 рублей. Искусственные елки и игрушки оказались дорогими. Лучше купить живую в горшке и держать на балконе. Зато в метро очень хороший выбор украшений и товаров к празднику. Еще тут продаются костюмы, пижамы, зимние вещи в рождественском стиле. Все, чтобы Новый год в Турции был для вас привычным. Можно купить фигурки рождественских героев. Тут от выбора даже глаза разбегаются. Она светится внутри. Такая красота. В прошлом году в Грузии видела похожие фигурки примерно в 3 раза дешевле. Но все равно приятно, что в Турции к Новому году все есть. Сейчас в Турции закрыты все рестораны, массовые мероприятия запрещены.
Посмотрим, как это повлияло на Аланью. Вот так выглядит главная елка Аланьи. Обычно рядышком еще работает ярмарка, но в этом году ее не будет. Посмотрите, какая она нарядная, а рядышком шумит водопад. Вообще турки наряжают елки и устраивают ярмарки только для туристов и переехавших. Но в этом году в Турцию на Новый год почти никто не едет. Приятно, что елку все равно поставили и нарядили не хуже, чем обычно. Они бы и ярмарку сделали, если бы им разрешили. В этом году на Новый год в Турции ввели 4-дневный комендантский час. На улицу запрещено выходить с вечера 31 декабря до утра 4 января. Никаких ночных гуляний и праздничных мероприятий не будет. Зато отелям разрешили организовать гала-ужины для гостей. Туристов комендантский час не касается, так что вы можете приехать в Турцию на Новый год и спокойно гулять по городу. Рестораны будут работать на вынос и на доставку. Мне кажется, что Новый год в Турции – это интересно, необычно, даже сейчас, когда так много ограничений. Я очень рада, что оказалась в Аланьи. Ставьте лайк, чтобы 2021 год был спокойнее и счастливее 2020. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. Желаю вам всего самого доброго и до встречи в новом году!